Всем привет! Сегодня речь пойдет про Исламскую Республику Пакистан, государство в Южной Азии, образованное в результате раздела территории Британской Индии в 1947 году. Омывается водами Аравийского моря на юге, граничит с Ираном на юго-западе, Афганистаном на северо-западе и севере, Китай, северо-восток и Индия на востоке. Пакистан – пятая по численности населения страна в мире с населением 218 миллионов человек, по данным переписи 2020 года, и вторая по численности мусульманского населения после Индонезии. Национальным языком республики является урду. Важнейшими полезными ископаемыми являются нефть, газ и каменный уголь. Климат в Пакистане сухой, континентальный, тропический. На северо-западе субтропический, в горах на севере страны более влажный. Зима на равнине теплая, плюс 12-16, на побережье до плюс 20, в высокогорьях суровая, до минус 20, лето жаркое, до плюс 35. В июне 2015 года южные провинции Пакистана посетила аномальная жара. Температура в некоторых городах доходила до плюс 50. За несколько дней от обезвоживания и тепловых ударов погибло более 1200 человек. Крупнейшей рекой Пакистана является Инд, бассейну которого принадлежит большая часть страны. Юго-восток долины Инд представляет собой пустыню Тар, которая простирается дальше на территорию индийского штата Раджастхан. Климат пустыни Тар сухой, субтропический, континентальный. Тепловые ресурсы значительны. Суммарная годовая солнечная радиация равна сумме годовой солнечной радиации самых жарких частей Сахары и пустыни Мохава. В летний период среднесуточная максимальная температура, как правило, составляет плюс 40, в зимний до плюс 30. При полной безоблачности в ночное время возникают сильные суточные колебания температур с зимой до 20 градусов. В результате неустойчивого количества атмосферных осадков источники поверхностных вод практически отсутствуют. Подземные воды, которых также недостаточно, залегают слишком глубоко от поверхности, около 100-120 метров. Большая часть этих вод непригодна для водоснабжения. В пониженных участках возможно нахождение соленых озер и солончаков. Работающие артезианские скважины существуют только в некоторых районах. Дефицит воды – главная угроза сельскохозяйственному производству. По состоянию на 2010 год в Пакистане насчитывается 25 национальных парков. 19 из них находятся под контролем государства. Для Пакистана довольно обычны наводнения. Одним из наиболее разрушительных и масштабных по территории из недавних наводнений можно считать событие 2010 года, когда под водой оказалось 20% территории страны, на которых проживает более 20 миллионов человек. Жертвами наводнения стали по меньшей мере 1500 человек. В последнее время довольно частым явлением стали засухи. Засуха 1998 по 2002 год считается наиболее сильной за последние 50 лет. Основные проблемы окружающей среды современного Пакистана включают загрязнение вод промышленными, бытовыми, сельскохозяйственными стоками, обезлесение, опустынивание и эрозия почв. Лишь около половины всего городского населения страны имеют доступ к чистой питьевой воде. Почти 90% всех выбросов приходится на транспортные средства, уровень выхлопных газов которых здесь никак не контролируется. Растительность Пакистана преимущественно полупустынная и пустынная. Наиболее скудная в пустыне Тар, акации, каллигонум. На равнине Инда естественная растительность полупустыни и опустыненной саванны, чий, полынь, каперсы, острогалы. В горах на севере страны на высоте до 3000 метров отдельные участки листопадных, дуб, каштан и хвойных, ель, пихта, сосна, гималайский кедр. В долинах вблизи селений плантации финиковой пальмы, цитрусовые, маслины, фруктовые сады. Вдоль оростительных каналов частые насаждения шелковицы. Животный мир представлен вапити, леопардом, ирбис, бурый медведь, винторогий козел, лисица, дикие козлы и бараны, персидская газель, кудрявый пеликан, на равнинах голубой баран, гиены, шакалы, кабаны, каменный козел, антилопы джейраны, куланы, дикие ослы, ушастый еж, многочисленные грызуны. Разнообразен мир птиц: орлы, грифы, павлины, попугаи. В Индии водится болотный крокодил, с ним мы уже встречались в Непале. Распространены скорпионы и клещи. Аравийское море богато рыбой: тунец, сельдь, морской окунь, индийский лосось, ракообразными, креветки и морские черепахи. Наиболее ярким представителем фауны является каракал, внешне напоминающий рысь, но меньше размером, стройнее и с однотонной окраской, мех короткий и густой. Окраска напоминает североамериканскую пуму. Деятелен каракал главным образом ночью, но зимой и весной появляется и днем. Убежищами ему служат расщелины скал и норы дикообразов и лисиц. Хотя у каракала длинные ноги, долго бежать, как и все
все кошачьи он не может, поэтому охотится, скрадывая жертву и настигая ее большими до 4,5 метра в длину прыжками. Обладая необычайной скоростью реакции и очень острыми втяжными когтями, каракал способен выхватывать несколько птиц из влетающей стаи. Однако главной пищей ему служат грызуны – песчанки, тушканчики, суслики, зайцы, отчасти мелкие антилопы, туркмени и джейраны. Подобно леопарду, каракал затаскивает убитую дичь на деревья, чтобы спрятать ее от других хищников. Легко приручается. В Азии с ручными каракалами охотились на зайцев, фазанов, павлинов и мелких антилоп. Дромадер – одногорбый верблюд. В современном мире дромадер распространен во многих регионах Азии и Африки как домашнее животное для перевозки грузов или верховой езды. Они гораздо мельче своих двугорбых родственников, и их длина составляет от 2 до 3,5 метров, а высота в холке до 2,5 метров. Вес дромадера составляет около 500 кг. Плотный шерстяной покров не допускает чрезмерного испарения, потовых желез очень мало, и животные начинают потеть только в 40-градусную жару. Температура тела у одногорбого верблюда по ночам сильно падает, а днем тело нагревается медленно, что позволяет животному не потеть. Дромадеры могут подолгу обходиться без воды, несколько месяцев без нагрузки. Верблюды без вреда для себя могут пережить существенную потерю жидкости до 40% в объеме, но зато пьют верблюды очень быстро и могут быстро компенсировать весь потерянный объем. При случае способны в течение 10 минут выпить около 100 литров воды. Жидкость верблюды хранят не в горбу, а в желудке. Во время особо засушливого сезона одногорбый верблюд в состоянии утратить более 25% своего веса, не умирая от жажды или голода. Основу рациона дромадеров составляет сухая пустынная растительность, способная питаться всеми видами растений, в том числе колючими и солеными. Пища проглатывается почти не разжеванная. Харза – самая крупная яркая куница. В отличие от большинства куньих, харзы обычно живут совместно небольшими группами из 2 или иногда 3 особей. Часто охотятся совместно, благодаря чему они справляются с крупной добычей. Охотятся главным образом на кабарх. На одной туше кабарги стая из 2-3 харз может кормиться 2-3 дня. Кроме того, в качестве дополнительного корма употребляют в пищу кедровые орехи и ягоды. Способна хорошо лазить по деревьям, перепрыгивая с дерева на дерево, зверь совершает прыжки до 9 метров в длину. Еще из интересных редчайшая кошка-рыболов, отличающаяся тем, что ловит рыбу и хорошо плавает. Масса взрослого животного от 11 до 15 кг, при длине тела 120 см, имеет крепкое сложение, обладает большой силой. Между пальцами передних лап имеет перепонки, которые мешают кошке втягивать когти, но помогают ловить рыбу. Во время охоты сидит на берегу реки в ожидании проплывающей мимо рыбы, который ударяет когтистой лапой. Иногда эта кошка даже ныряет за добычей на дно. Поедает также лягушек, змей, улиток, птиц, мелких млекопитающих и падаль. В исключительных случаях охотится и на более крупных млекопитающих размером с ягненка. Рыбные кошки имеют репутацию драчунов и забияк, однако встречи с человеком они избегают. Описываются случаи, когда рыбная кошка разогнала стаю собак. Заслуживает интереса подлинный факт, когда рыбный кот, самец, особо крупный экземпляр, содержащийся в зоопарке, вырвался из клетки и, войдя в клетку к леопарду, убил его. В Пакистане особо опасны кровососущие насекомые и пустынные мухи. Из самых опасных змей можно выделить крайтов, о них мы говорили в Непале, а также эфа и двухцветная пиламида, о них была речь в ролике про оман. Ранее существовал азиатский лев. В 1810 году возле Кот-Диджи был убит последний. Немножко полезной информации для приезжих. Вся вода должна расцениваться как потенциально загрязненная и непригодная для питья. Водопровод есть только в больших городах, но работает он нерегулярно, а качество воды в нем далеко даже от наших стандартов. В горных районах немало родников и рек, вода из которых совершенно безопасна для здоровья. Молоко и молочные продукты не пастеризуются. Рекомендована профилактика против полиомиелита, дифтерии, гепатита Б и Е, холеры, туберкулеза, бешенства, энцефалита, столбняка и тифа. Риск заражения малярией существует во всех регионах, лежащих на высоте ниже 2000 метров в период с мая по ноябрь. Из природных достопримечательностей особое внимание привлекают холмы Маргаллы, невысокий горный хребет, являющийся частью Малых Гималаев и расположенных к северу от Исламабада, столицы. На холмах Маргаллы произрастает от 250 до 300 видов растений. Целых 2/3 из них используются людьми из-за лечебного действия, для лечения или излечения различных заболеваний. Холмы Маргаллы являются домом для различных видов дикой природы, включая обезьян, экзотических птиц и плотоядных животных, таких как редкий в настоящее время находящийся под угрозой исчезновения леопард Маргаллы. На холмах проложено несколько пешеходных маршрутов. Мукеш-Пури – гора высотой 2800 метров. Она находится в 90 километрах к северу от Исламабада, горный перевал в Пакистане. Это самая высокая точка в долине Каган,
до которой можно легко добраться на автомобиле. Каждый год здесь происходит много смертей из-за горных склонов, которые являются одним из самых опасных в мире. Наиболее распространенной причиной смерти является отказ тормозов автомобилей из-за неопытности. Азад-Кашмир – самая южная административная единица в пределах управляемой пакистанцами части прежнего княжества Кашмир. При этом Индия претендует на территорию Азад-Кашмира и официально считает ее своей. Аттабад – подпрудное или завальное озеро в высокогорной области Хунза в Пакистане, котловина которого образована в результате схода сильнейшего оползня в январе 2010 года, перекрывшего русло горной реки Хунза. На 2016 год длина озера составляет 21 км, в глубину более 90 метров. Вода разрушила и скрыла около 20 километров Каракарумского шоссе. Озеро, созданное природным оползнем, представляет собой угрозу, так как может произойти неконтролируемый прорыв в нижележащей области, что угрожает смывом и затоплением окружающих территорий. Каракарумское шоссе – это национальная автомагистраль протяжностью 1300 км, является популярной туристической достопримечательностью, одной из самых высоких асфальтированных дорог в мире, проходящей через горный хребет Каракарум на максимальной высоте 4700 метров. Из-за его высоты и сложных условий, при которых он был построен, его часто называют восьмым чудом света. 5 из 8000-ников, горы высотой более 8000 метров, которые находятся в Пакистане, доступны по шоссе. Примечательные горы, которые можно непосредственно увидеть во время движения: Ракапоши, Диран, ледник Пассу, Нанга-Парбат, озеро Аттабад, реки Гилгит, река Инд, Хунза, озеро Каракуль. В Пакистане есть несколько транспортных компаний, которые предлагают автобусное сообщение между крупными городами по шоссе. Лучше всего путешествовать весной или ранней осенью. Сильный снегопад в суровые зимы может перекрыть движение на длительное время. Также сильные муссонные дожди в июле и в августе иногда вызывают оползни, которые могут блокировать дорогу на несколько часов и более. Пограничный переход между Китаем и Пакистаном на перевале Худжраб открыт только с 1 мая по 31 декабря. Интересный мост Хусаини проложен через реку Гунцы, действующий в настоящее время, является уже вторым. Дело в том, что для данной местности характерна ветреная погода, а потому сконструированный из тонких канатов и досок первый мост был практически полностью разрушен. Его уцелевшие элементы и сейчас можно увидеть рядом с действующим мостом, что только прибавляет азарта. Высокогорное озеро Шеосар, расположенное в национальном парке Биасай. Это озеро является одним из самых высоких озер в мире. Оно расположено на высоте 4142 метра. В период с ноября по май территория Биасай покрыта снегом. Весной окрестности покрываются множеством разнообразных цветов. Большинство посетителей приезжают на озеро летом, с июня по начало сентября. Да и в целом этот парк имеет невероятные красоты пейзажи. Не могу не затронуть горные системы Пакистана, ведь на территории государства находится 5 из 14 независимых вершин Земли выше 8 километров, включая второй по высоте и самый северный из 8000-ников гору Чагори, она же К2. Каракарум является самой высокой горной системой на территории, контролируемой Пакистаном, в состав которой входит 4 из 5 8000-ников страны. Средняя высота гребня значительно превышает 6 километров. Наивысшей точкой является Чагори, она же Дапсанг или К2, 8611 метров, известна как Дикая гора из-за чрезвычайной сложности восхождения. По данным на июнь 2018 года уровень смертности составляет 23% на 367 попыток восхождения. Чагори стала последним 8000-ником, покоренным в зимний период, вторая по высоте на Земле, уступающая лишь Эвересту в центральных Гималаях. Гималаи заходят на контролируемую Пакистаном территорию своими западными отрогами. Высочайшим пиком данной горной системы на территории Пакистана является Нанга-Парбат 8126 метров. Горная система Гиндукуш располагается на границе Пакистана и Афганистана. На территории Пакистана находится самая высокая вершина системы, считающаяся также наивысшей точкой страны – Тиричмир, 7690 метров. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Пока.